Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня на обзоре действительно уникальные часы, точнее выполненные в уникальной технике, которые в мире используют всего несколько элитных часовых компаний. Такие часы стоят уже минимум несколько тысяч долларов, а могут доходить цены и до нескольких сотен тысяч долларов. Это Rolex, Chopard, Patek, Cartier, Piaget и, конечно же, речь о технике маркетри. От французского слова, что называется, украшать. И маркетри — это искусство изготовления плоских рисунков из кусочков шпона дерева, которое известно еще с незапамятных времен. Ну и давайте откроем вот эти две коробки. Эти часы побывали, вот как я вам уже показал, на выставке. И я про них все расскажу, про эту технику, и мы посмотрим, что конкретно за часы. Давайте открывать коробочки и смотреть. Так, вот они. Так, первое. Значит, здесь вот у нас паспорт, да, есть к этим часам. И инструкция, как пользоваться. Так, в сторонку. Вот это да, вот это уникально. Вот на самом деле. Слушайте. А? Так, ладно, но сначала давайте вторые тоже откроем, чтобы потом сразу все и рассматривать с вами. Здесь немножко другая версия уже. Совершенно другой тип картинки и часы в золотистом стиле. Здесь, конечно, сначала, наверное, нужно сказать, как делаются эти потрясающие часы, потому что процесс изготовления, он очень трудоемкий, он очень длительный. Один циферблат делают 2 полных рабочих дня. При изготовлении одного циферблата может использоваться до 10 разных пород и текстур, а общее количество элементов может достигать 35-45 в зависимости от сложности рисунка. И как мы с вами уже говорили в начале, это имеется в виду как раз дерево, потому что делается это из шпона. После того, как утвердили рисунок, подбирается шпон по текстуре, цвету, направлению волокон, осуществляется нарезка каждого элемента, и затем на специально подготовленной основе маркетрист уже производит сборку самого рисунка, его наклейку на латунную основу под небольшим давлением. А уже после того, как клей отвердевает, заготовка циферблата несколько раз аккуратно шлифуется с обязательным контролем качества на каждом этапе. И завершающей частью изготовления циферблата является финишная отделка. Для этих целей используются лаки, которые применяются для изготовления дорогих музыкальных инструментов с особенностями, характерными для технологического процесса именно при производстве конкретных циферблатов. Все циферблаты выполнены из ценных и экзотических пород дерева, таких как анигри, котта, лати, дуб, эвкалипт и так далее. Сборка производится в Москве, гарантия 2 года. Ну вот, про процесс поговорили, процесс показали, а теперь, конечно, давайте начнем с тех, которые я первые распаковал. Это версия в корпусе сталь и без покрытия, да, и здесь у нас такой вот пастораль, да, рисунок, деревушка, деревья, домики, амбар, наверное. Слушайте, видно, что это дерево действительно по каждому кусочку текстура абсолютно разная, направление разное. Это очень красиво. Это вот... Я такого никогда не видел и, честно говоря, не особенно когда-то даже обращал внимание, что вот эти вот супер престижные бренды делают такие часы, потому что, ну, это на самом деле такие штучная всегда работа, и обычно, когда смотришь там каталог, что-то еще, там новинки, ну, вот такие модели особо даже не показывают. И вот когда первый раз я увидел эти часы вживую, конечно, это просто потрясает, ну, потому что вот циферблат сделан невероятно. Да, вы, конечно, можете сказать, что здесь часы, а циферблат — это как вот отдельный предмет искусства, да, и это именно вот для специфичной аудитории, для специфичных любителей именно вот необычных техник, необычной, например, там отделки, да, как вот что еще можно предложить из мира искусства в мир часов, и это все попробовать объединить, и для того, что еще можно и на запястье носить, понимаете, каждый день. И вот это, мне кажется, вот такая вот невероятная, да, получается эмоция. Вторая модель более яркая, потому что здесь золотистое покрытие, здесь еще и браслет такой в винтажном стиле. На задней крышке, кстати, у часов. Да, создатели маркетри, часовая компания «Рассвет»,
под этим брендом выпускаются совершенно другие модели, да, в другой стилистике, другой специфике. Но об этом как-нибудь в другой раз поговорим. А сегодня мы говорим конкретно про Mark III. Россия, Москва, кварцевый механизм, ручная работа, нержавеющая сталь. Все по-русски, кстати, мне нравится, что сделали все по-русски, круто. Есть система быстрой замены браслета. Здесь, я думаю, можно и на ремешке попробовать такие часы. К тому же картинка, как вы видите, да, тоже, опять же, самая красота. Вот смотришь прям в глаза этому тигру. И, кстати, ну, здесь мне нравится, что желтые, да, тона, они как раз хорошо сочетаются с этими вот часами. И очень мне нравится, что здесь нет больше никаких усложнений на самих часах. То есть, естественно, ни секундной стрелки, ни даты, ничего бы то ни было. Здесь как раз максимальная простота должна быть. То есть, все внимание, конечно же, даже не на время, а все внимание на вот эту вот картину, да, на вот это искусство. Здесь то же самое мы видим, как и в версии с домиком. Тоже очень-очень... Это не то, что, понимаете, как бы, да, что меня вот бросается в глаза, это ты смотришь, да, здесь картина, да, она с краской, да, с лаком, но при этом, вот благодаря тому, что волокна в разные стороны направлены, ты еще и чувствуешь что этот вот объем, как бы, да, этого рисунка, круто. Что касается характеристик, поговорим про обычные такие, обыденные вещи. Значит, здесь кварцевая Miyota 2033 японская стоит, но с учетом того, что нет секундной стрелки, кварц оптимален и цену это все снижает. Водозащита 50 метров, то есть под дождь попасть, руки помыть можно будет в них, и, соответственно, ничего не случится с самым главным, да, с циферблатом. А дальше, значит, соответственно, у нас они идут либо на браслете, либо на кожаном ремешке. Насколько я понимаю, этот кожаный ремешок не финальный, это только вот такой ремешок именно для выставочной модели. Дальше, что еще сказать вам? Ну, финально скажу, цена 50 тысяч рублей. И, на мой взгляд, 50 тысяч рублей с учетом того, что здесь настолько редкая, сложная ручная работа, это, ну, я думаю, что это мало. 40 у нас по диаметру, высота 9,4, кстати, отличная высота, и ремешок на 20, так что, как я уже говорил, можно будет стороннее что угодно ставить. И 47,3 от ушка до ушка. Вполне себе такие размеры универсальные, я бы сказал, и под casual, и под костюм, если хотите, и под футболку эти часы можно носить вполне, на мой взгляд. Да, здесь удобная посадка, здесь... Плоский корпус, ушки достаточно короткие и загибаются вниз. На моем запястье мне прям нравится, как сидят часы. Очень удобно. На повседнев вполне себе можно пробовать. Ну и уже говорил, браслет этот удобен. Мне нравятся такие браслеты, всегда хорошо сидят на запястье. И давайте посмотрим и вторую версию. Да, здесь она более сдержанная. Еще более универсальная, конечно же. Ну и на ремне, да. Мне кажется в целом, конечно, что на ремне эти часы будут интереснее, потому что все внимание должно быть именно на циферблат. И вот в версии, где просто сталь, тоже, мне кажется, более интересно, потому что, опять же, стальной корпус без покрытия не отвлекает на себя внимание. А мы смотрим с вами именно на циферблат. Но в версии с тигром там просто важный момент. Все-таки желтые тона с желтыми сочетаются лучше. Поэтому здесь тоже, на мой взгляд, окей. Корпус, кстати, как видите, да, есть зеркальная полировка по ранту, сатинирование по основной части корпуса. Есть немножко тут зеркальной полировки еще на заводной головке. Ну и задняя крышка, да, она тоже, собственно, зеркальной полировкой. Давайте снимем и тоже посмотрим. Да, здесь ручная работа Mark III. Как вы понимаете, вес здесь небольшой. 48 грамм всего на ремешочке. Ну и что касается версии с браслетом, то, конечно, она будет немножко потяжелее. Но не сильно этот браслет легкий. 73 грамма. Так что на любое запястье подойдет. Вариантов дизайна и конкретно циферблата довольно много. Я оставлю ссылку на официальный сайт в описании к этому ролику. Посмотрите, там, я думаю, есть такие картины на любой вкус. Но посмотрите, да, когда мы детально смотрим на циферблат, это уже еще четче проявляется сложность того, как делаются эти циферблаты. Это, конечно, потрясающе. Очень много деталей, все очень тщательно. И вот посмотрите, да, как подогнаны эти кусочки шпона друг к другу. Абсолютно идеально. Нет нигде никаких промежутков, каких-то косяков, если хотите. Потрясающе.
Ну, кстати, напишите в комментариях, какая версия вам понравилась больше и почему. Мне будет интересно. Да, и здесь тоже, конечно. Восхитительно, восхитительно сделано. Ну, что скажу по итогам. Конечно же, это уникальные часы, уникальные циферблаты. Такого в мире практически нет. В России, естественно, не было в принципе. И меня радует, что здесь нет какой-то, знаете, заоблачной, запредельной цены. То есть вполне это по карману попробовать, поносить, просто иметь вот такой вот уникальный кусочек искусства у себя на запястье, можно хранить в шкатулке, можно носить вполне себе часы носибельные, и на них даже читается время. Так что в этом плане тоже все подходит именно конкретно к часам. В общем, потрясающе, на мой взгляд, супер. Да, не для каждого, естественно, но в целом любые часы, кроме банального черного трехстрелочника, они, конечно же, не для каждого. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.